Hello, everyone. Здравствуйте, друзья. My name is Lena Wooten. И он тоже думает, что его зовут Лена Вуда. Довели человека. It's great to be here with you all. Классно с вами быть. Что вы сделали с ними? I want to thank Lena for also preparing some good food for us yesterday. Да, он мне сказал спасибо за то, что я им готовила вчера ужин. And make her feel weird for talking about herself as she's interpreting. Да, он говорит, и я хочу, чтобы она себя странно почувствовала за то, что она сама о себе говорит. But it was really nice to spend some time with Sean and Lena yesterday. Классно было провести время с Шоном и Леной вчера. And how many of you are here for this session, but were not here in the last session? Поднимите, пожалуйста, руку, если это единственная сессия, на которую вы пришли. Вы не были ни на утренней, ни на дневной. Это вот первая, на которой вы сегодня. Okay. How many of you were here last session? А кто из вас был на предыдущей? Okay, great. You all get A's. Вам всем пятерки. Okay, no. Okay, great. Okay, so we're going to talk about social networking. Мы поговорим с вами о соцсетях. Yes, wow. Colossians chapter 3, verse 16 Колоссянам 3:16 says, whatever you do, говорит, делайте все, что бы вы ни делали, do it for the glory of God. делайте все для славы Бога. And, this is the case with modern technology. И это как раз та самая вещь с современными технологиями. We cannot act like modern technology does not exist. Мы не можем вести себя или притвориться, как будто они не существуют, эти технологии. We just need to learn how to teach our children and ourselves Мы должны научить себя и наших детей, how to use modern technology to honor God. как использовать вот эти все технологии для того, чтобы прославить Бога. In our culture, in the American culture, в американской культуре, it's probably the same here in the Ukraine. и, наверное, также на Украине, Social networking is now the #1 online activity for teenagers. сейчас, в настоящее время, это на первом месте то, чем занимаются подростки. As parents, we're called by God to nurture our children into an active and all-encompassing Christian faith. И мы, как родители, призваны Богом вести наших детей, строить их веру. And we have the responsibility to proactively guide our children. И у нас есть ответственность проактивно, то есть предупреждая последствия какие-то, вести наших детей Into engaging with the social media and social networking в том, как они имеют дело с социальными сетями, in a manner that brings honor and glory to God. так, чтобы это приносило славу Богу. I want to first of all speak a little bit to why social networking, why our children are drawn to social networking. Первое, о чем я хочу поговорить, это то, почему наших детей притягивают соцсети. One is to connect and hang out with friends. Во-первых, это чтобы связываться и общаться с друзьями. It's pretty amazing how many texts can go back and forth in 5 minutes. Это удивительно, сколько смс-ок или посланий может одновременно за 5 минут разойтись. Where I could send a few sentences and my child would already have 2 pages written. Он говорит, я там натыркаю 2 предложения, а мой ребенок уже несколько страниц. Typically, there's a lot of questions about social networking, and we know we won't be able to address everything. Есть очень много вопросов о соцсетях, и я знаю, что все мы осветить не сможем. But we want to share with you some of the things that we've learned and that we implement for our family. Но я хочу поделиться с вами тем, чему мы научились и что мы в своей семье применяем. So, our kids are drawn to social networking because they can stay connected with their friends. Итак, наши дети, они буквально притянуты как магнитом к соцсетям, потому что это то, как они могут общаться со своими друзьями. It is a convenience, and it can be very good depending on how one uses it. Это на самом деле может быть очень хорошо в зависимости от того, как люди этим пользуются. I send out my announcements for my teenagers via Twitter. Например, я по Твиттеру посылаю сообщения о наших собраниях для нашей группы подростков.
We follow some of you and keep up with your lives from Facebook. Мы за некоторыми из вами здесь наблюдаем по Фейсбуку. And so there are a number of good things that come through modern technology. Поэтому с современными технологиями приходит много хороших вещей тоже. Obviously, there are also a number of bad things. Ну и в то же время какой-то ряд плохих вещей. So I'll share with you today our perspective. It is more of maybe a conservative perspective. И я поделюсь с вами нашей перспективой. Возможно, это для вас будет слишком консервативная перспектива. And then we'll have some time for questions, and hopefully we'll have some answers. И потом у нас будет время для вопросов, и я надеюсь, у нас будут для вас какие-то ответы. Some of the blessings of social networking. Какие-то благословения соцсетей. It does offer a way to extend and build real relationships. На самом деле это дает путь для того, чтобы строить настоящие отношения тоже. With family and friends. Со своей семьей, с друзьями. It reinforces and supports existing physical communities. Это поддерживает и как-то держит на плаву существующие какие-то группы, сообщества. Our camp, for example, we have our own camp page. Например, в их лагере у них есть своя страница в интернете. There are good group chats that happen within our teens, communicate different things. Какие-то групповые чаты, которые подростки сами с собой там организуют. It's efficient and immediate and far-reaching for sharing ideas, data, and information. Можно делиться информацией, какой-то объявлениями, и это достигает далеких-далеких уголков. Это удобно и неофициально. It fosters connections around the world that increase understanding of cultural diversity. И это тоже помогает людям из разных стран связываться так, что это стирает нашу культурную разницу. And what God's doing around the world. И показывает нам, что Бог делает по всему миру. We have all been encouraged, I'm sure, at least most of us, by seeing baptisms happen. Я уверена, что многие из нас видели, как крещение происходит по всему миру. Good news being shared. Как хорошие новости распространяются. And hearing about things we would have never heard of had it not been for social media. И мы услышали о каких-то вещах, о которых никак иначе мы бы не узнали, кроме как через соцсети. So social media can be used to honor God. Поэтому соцсети могут быть использованы для того, чтобы прославлять Бога. Sure. I am studying the Bible with a woman Я изучаю Библию с женщиной, that my 18-year-old niece met. которую повстречала моя 18-летняя племянница. She simply wrote on her Facebook status Она просто написала в статусе в Фейсбуке, that if you're interested in understanding my journey with God, если вам интересно узнать мой путь с please Богом, contact me. пожалуйста, свяжитесь со мной. Her coworker was praying Ее сотрудница молилась, to understand more about God, чтобы понять больше о Боге, and she saw this post и она увидела это сообщение. and pulled her aside the next time she saw her. И в следующий раз, когда она ее увидела, она ее подозвала. And so from that, now we're studying the Bible. И вот из этого сейчас мы изучаем Библию. I'd like to just share a few of the dangers, the obvious dangers Хочу поделиться некоторыми очевидными опасностями of social networking. в соцсетях. Things that pertain to sexting and the, pornographic, garbage that is out there. В первую очередь, то, что там очень много сексуального характера и порнографического содержания информации. The online predators. Хищники, вы понимаете, кто такие люди, да, то есть которые под другими людьми прячутся и потом для того, чтобы с кем-то встретиться и причинить какое-то зло. It can be very addicting. Это может вызывать зависимость. We can overshare things. Especially teenagers can overshare by saying and showing and telling too much. Особенно подростки могут слишком много предоставлять информации в соцсетях, делясь своими чувствами, событиями и так далее. Everything that we share and anything we share on the internet is forever out there. И
то, что мы можем поделиться на интернете, оно, к сожалению, там остается висеть навсегда. То есть не в каждой сети ты можешь убрать то, что ты написал. And because the online world feels anonymous, И из-за того, что мир онлайн, он дает какое-то чувство приватности, children and teens often fail to use good online judgment. и подростки, ну и взрослые тоже, иногда они не понимают, насколько на самом деле публично является то, что они афишируют. Resulting in impulsive posting that can hurt both themselves and others. И иногда что-то даже вывешивается там, что они просто импульсивно повесили, что может причинить боль им или людям, которые рядом с ним. Our goal is to avoid extremes. Наша цель – это избегать крайностей. Proverbs says a wise man avoids extremes. В притчах сказано, что мудрый человек избегает крайностей. So we do not give total freedom with social networking. Чтобы мы не давали полную свободу с соцсетями. And at the same time, we yet still allow social networking for our children. И в то же самое время, чтобы мы все-таки позволяли соцсети для наших детей. So I'm going to share a few of the parental strategies and some of the views that are encouragement to us as parents, and then I'll share some more personally about how we do things in our family. Я хочу поделиться с вами несколько общих стратегий о том, как мы имеем дело с этим вопросом, и потом каким-то их личным опытом семейным, как они в семье это решают. And then we can have some good time of question and answer. И потом у нас будет вопрос-ответ. One really important thing for us to do as parents Одна очень важная вещь, которую нам нужно как родителям делать, is to monitor and evaluate our own use of social networking. это анализировать и как-то вот редактировать, возможно, то, как мы сами лично пользуемся соцсетями. Making sure that we're setting a good example. И убедиться, что мы хороший в этом пример. Our children are watching how much we're on it. Наши дети смотрят, сколько мы сидим в соцсетях. As parents, we need to encourage critical Christian thinking. И как ученики мы должны поддерживать свой критический ум в том, как мы анализируем свое поведение там. By thinking with your children about how they are using their technology. И тогда думать о том, как наши дети используют свою жизнь в интернете. And their social networking. We need to warn our children about the potential idolatrous nature and pull of social media. Нам нужно предупреждать наших детей о том, что на самом деле такая, как бы, может существовать как идолопоклонство вот этой всей That can easily become a соцмедиа. time-consuming obsession. И это может стать реально зависимостью, которая заберет все время. Recently, there was a special news report by CNN Недавно CNN выпустила такой новости, called the Inside the Secret World of Teens. и он назывался «Внутри секретного мира подростков». It was common for a teenager to say Было обычно для подростка сказать, that I would rather not eat for a week than get my phone taken away. что я бы лучше неделю не ел, чем у меня бы на неделю забрали телефон. When I get my phone taken away, I feel naked. Когда у меня забирают мой телефон, я чувствую себя голым. And part of that is because they use it to compulsively check И это потому, что они используют его для того, чтобы постоянно что-то проверять. if their posts have likes. Если у их кто-то поставил им значок «нравится», лайки, They're checking on what their friends are doing without them, они смотрят, что их друзья делают, когда их нет рядом, and they're worried that that people are saying mean things about them. или они переживают о том, что кто-то за их спиной говорит о них злые вещи. You know, as parents, we have to familiarize ourselves with the technology and the apps that are available. Как родители нам нужно быть знакомыми с тем, какие существуют приложения и вообще, что вот существует в этом мире. We need to be where our kids are online. Мы должны понимать, где наши дети находятся в сетях. So for us, our 17-year-old and our 14-year-old both have smartphones. Их двое детей, 17-летний и 14-летний, у них обоих есть смартфоны, But we pay for them. но родители за них платят. So our children know that these are our phones.
Поэтому дети понимают, это телефоны — собственность родителей, that we're allowing them to use. которые они позволяют им пользоваться. We know their passwords. Мы знаем их пароли. We know everyone they accept as a friend. Мы знаем всех, кого они принимают как друзей. We have an agreement that all texts У нас есть соглашение о том, что все тексты, are open and available for us to read. они от нас не прячут, то есть, что если мы захотим, мы имеем право на них посмотреть. Just because it's a smartphone doesn't mean that they're smart. Потому что из-за того, что это смартфон, то есть, ну, вот на русском языке умный телефон, да, это не значит, что дети умные. So I want to share with you a quick story about something that happened actually last week. Я хочу поделиться с вами чем-то, что произошло на прошлой неделе. Heidi and I were very aware and very cautious about these. Они с Хайди были в курсе и полностью сознательны о этих телефонах. We've seen a lot of kids get into big trouble with these. Мы видели, как много детей в серьезные проблемы попадали из-за телефонов. And so for us, it's not like we are not parents that are out of touch. Поэтому мы не те родители, которые ни в чем не разбираются. We are very concerned about them having these. Мы на самом деле очень обеспокоены тем, что эти гаджеты есть у наших детей. We use a special Christian web browser У нас есть специальный браузер христианский, called Covenant Eyes. который называется «Глаза Завета». So I get a report from all the websites my kids use on their phones. И этот браузер, он помогает, например, на его почту он получает сообщения обо всех сайтах, на которых через телефоны зашли его дети. My 14-year-old does not have Facebook. У моей 14-летней дочери нет Фейсбука. Actually, she does, but we are her only friends on it. Ну, на самом деле у нее есть, но мы вдвоем только ее друзья. She just has it to get volleyball announcements. Она это только там для того, чтобы получить объявление о секции волейбольной. So I would consider us very in touch parents. Поэтому он считает их родителями, которые очень в курсе. So I told my daughter about 6 months ago И я сказал своей дочери полгода назад, that she was only allowed to have girls from our church and her girls' friends from school following her on Instagram. он сказал, я нашей 14-летней дочери, у нас было соглашение о том, что в Инстаграме ее друзьями могут быть только девочки из церкви и девочки, с которыми она учится в школе. And any of the boys that followed her or friends of the family И те ребята, мальчики, которые вместе с ней или которые друзья семьи, would have to be disciples они должны быть только ученики или из церкви. and agreed upon by us. И родители должны сказать, да, я разрешаю, чтобы этот человек за тобой в Инстаграме следовал. I was coming home from a hunting trip Я 2 weeks ago, возвращался 2 недели назад с охоты, and I was looking at my daughter's Instagram, и я посмотрел на Инстаграм моей дочери, and I started to see that there were men in their 30s who I had never known following her, и я увидел, что там есть мужчины за 30, которых я никогда в жизни своей не видел, liking которые за ней her следовали pictures, и ставили лайки на ее картины, на фотографии. and my eyes И у него went вот like that. такое вот произошло. and my heart was beating quickly. Да, и сердце забилось. I got home from my hunting trip and talked to my daughter, Я приехал домой и поговорил со своей дочерью. and I had asked her, why are these men on her Instagram И я спросил, почему эти мужчины в твоем Инстаграме, who I did not know? которых я не знаю? And she had forgotten А она забыла about our conversation. о нашем разговоре. And I know that sounds maybe like, yeah, right, she forgot. И может это звучит так, ну конечно, забыла. But she honestly just forgot. Но она на самом деле честно забыла. We talked about it thoroughly. И мы об этом очень конкретно разговаривали. But it showed me how easily Но мне это показало, насколько быстро phones and social networking can be a danger.
насколько быстро соцсети и телефоны могут стать опасными. We had a great talk about it, and we changed everything. У нас классный был об этом разговор, мы все изменили. And then I saw from her volleyball team some texts that were coming through. И потом я увидел от ее волейбольной команды несколько сообщений. And you're going to have to believe me that, one, Kaylee has been doing great spiritually. И я хочу вам просто сказать, дочь их Келли, у нее дела духовно прекрасно. So I'm not an out-of-touch dad at this moment about how she's doing. Поэтому я не то, что я не в курсе, как она поживает духовно. She really has been doing really, really well. Она на самом деле очень-очень классно духовно поживает. But she got lazy with caring or checking or seeing what was going on with some things that were coming into her phone. Но она просто ленилась с тем, чтобы быть аккуратной, чтобы смотреть, что приходит на телефон, какие там сообщения, кто и как. She was on the bus coming home from a volleyball tournament. Она на автобусе возвращалась с турнира по волейболу, And she had not read her texts from her volleyball team. и она не прочитала сообщения от ее команды. And I started to read the texts that were coming through. А я читал текст, который вот шел. And it was the most vulgar, impure, sinful words I had read in years. И там были такие переговоры, которые другие From her люди team. писали от ее команды, там разговор как бы From her шел team. в чате, да, очень вульгарный, очень грубый, просто, он говорит, я такой многие годы не слышал в таком тоне разговор. And she hadn't read that text yet. It came through on the way home from the bus, and she hadn't even seen that text. But I started then to go and look at other things, like her Instagram account, and see what was being posted by her friends. И я смотрел на вот эти вот все, которые там сообщения были. Она в этот момент едет еще в автобусе без связи, она не посмотрела еще этот весь разговор, но его это, как бы сказать, заинтересовало и обеспокоило, и он тогда вслед за этим стал смотреть, вот, как я поняла, этих же девочек, их, что они там постят у себя в Инстаграме и в других соцсетях. And then I started to see how many things were coming into her phone from her girlfriends at school. И тогда я увидел, сколько плохих вещей идет к ней в телефон от ее одноклассниц. That were just completely wrong and sinful. Это просто было абсолютно грешно и неправильно. You know, swear words and the like. И мат и так далее. So we had a really good talk about it, and I know you don't know my daughter. У нас был очень классный разговор. Я знаю, вы не знаете мою дочь. But I feel like I need to convince you, but please believe me, like this was on here, and she just didn't even think much about it. И я знаю, что вы не знаете мою дочь, конечно, но я просто чувствую нужду вас лишний раз убедить в том, что это вообще не ее сердце, она просто, ну как, не беспокоилась достаточно для того, чтобы вот со всем этим разбираться. And so what I realized again was, although we had started out with what I thought was good boundaries, И я понял, что хотя мы начали так, как я думал, это хорошие какие-то границы, I needed to even be more involved in making sure that I monitor her я должен phone. быть еще больше вовлечен, чтобы смотреть о том, что происходит на ее телефоне. And this is with a daughter who has been doing great and really wants, she doesn't want any of that stuff on her phone. She just hasn't even been really looking at it from a parent's perspective. И это касательно ребенка, у которого все прекрасно, ей самой это не нравится, она сама приняла бы эти решения. То есть это даже не, ну как сказать, не было никакого злого умысла там. So, Today we recognize that we cannot parent our children the same way that we were parented. И сегодня мы осознаем то, что мы не можем воспитывать наших детей так, как воспитывали нас. Because the internet didn't even exist. Потому что тогда интернет не существовал. Like my husband said, we teach our kids from a small age that these phones actually belong to us. Как ее муж сказал, с самого детства мы учим детей. Этот телефон – наша собственность. And that we're entrusting them with them. И мы доверяем им этот телефон. But in the evening, at night, every phone is on the kitchen counter. Но вечером и ночью все телефоны, они лежат на кухне. Because this phone can be like a loaded gun. Потому что этот телефон, он может быть как заряженный пистолет.
And as their children's minds are developing, И по мере того, как мозги детей развиваются, protecting what they see in their purity защищая их чистоту и то, что они видят, will impact them in the future. или не защищает, это то, что на них скажется в будущем. When Kurt has asked the boys how many of them are struggling with things on their phone, teen boys, Курт спросил мальчиков-подростков, у кого из них есть какая-то борьба вот с тем, что они смотрят с чистотой в интернете. almost everybody raises their hand. Почти все подняли руку. Recently, at the conference in St. Louis, Dave Pacta И недавно была конференция в Сент-Луисе, и Дэйв Пакта shared that if your son is 14 years old and has a phone, поделился, что, если вашему сыну 14 лет и у него есть телефон, and is in his bedroom with the door closed, в своей спальне за закрытой дверью, then he has already viewed pornography. он уже видел порнографию. So with the phones, it's very, very important that we understand what apps are on there. И с телефонами нам очень-очень важно понимать, And какие там есть приложения. And even though we may not be interested in those types of apps, И, может быть, нам эти приложения не интересны, we have to know what each and every one is. но мы должны знать, что каждая из них делает. Yeah. So I'm going to just share some things that pertain to our family. Again, there's so much to talk about. Ну, очень много есть, о чем мы могли бы по этой теме поговорить. Он поговорит о чем-то о своей семье. My daughter is 14, and she just recently got her smartphone within the last year. Их дочери 14 лет, и в течение прошлого года она получила свой первый смартфон. My 12-year-old, and this is just our family. И он говорит, это их убеждение в их семье. Их 12-летний ребенок. My 12-year-old has a nice flip phone. У него есть прекрасный такой с открывашечкой, с крышечкой телефон. Texting and calls. Для того, чтобы звонить и слать тексты. I don't want to give my 12-year-old a smartphone. Я не хочу своему 12-летнему ребенку давать смартфон. Kaylee, my daughter, got hers a little bit sooner than my son Wade. И Кейли, их дочь, получила свой смартфон в более раннем возрасте, чем их старший сын, младшем возрасте, чем их старший сын Уэйд. I think Wade was close to 15 when he got his. Уэйду, наверное, было почти 15. Yeah. So for our family, and I'll share this and have some questions and answers. We like the smartphones for our kids because it gives them a way to communicate with the church friends. Нам нравятся эти смартфоны, потому что они помогают детям быть в контакте с их друзьями. But it's definitely not necessary. Но это вообще не обязательная вещь. We talk to them constantly about their phones, and if it ever became something that we felt like was harming them, it would quickly be taken or changed or what have you. Мы постоянно с ними говорим о вот этой культуре использования телефона. Если это становится чем-то, что мы чувствуем, как-то дает им какую-то опасность или забирает их время, у нас есть свобода забрать этот телефон, поменять его с крышечкой. There are apps out there that we don't allow. Есть приложения, которые мы не разрешаем. One is called Snapchat. Один из них называется Snapchat. And it is an application that allows a picture to be sent and viewed and then just disappear with no history. И это одна из вещей, которая посылает ваше или видео, или фотографию моментально, и потом она уходит с сети, она не висит там долго. We allow our oldest son, like I said, he uses Facebook, but we know all of his friends. Например, старший наш сын, он использует Facebook, и мы знаем всех его друзей. Kaylee does not use Facebook. She posts pictures on Instagram. Кейли, она не пользуется Фейсбуком, она пользуется Instagram. But they don't just sit around the house. They really never just surf the web on their phone. Но у нас нет такого, что ребенок сидит дома, он постоянно сидит в телефоне, просто что-то там лазит, что-то ищет. That's what we did. We took off the browser and then we
we use it for the other things for communication. Sorry. Oh, we took off the web browser. Они забрали веб-браузер и используют какие-то другие вещи для связи. I understand that this might sound very strict, И я понимаю, что, может быть, это выглядит очень строго, but it has worked for our family and has protected them. но для нашей семьи это работало, и наших детей это защитило. Because I think of the scripture about how the lion is prowling around, Потому что я думаю про отрывок, где сказано, что как сатана, как лев рыкающий, and he's waiting to devour our children. и он ждет, чтобы поглотить наших детей. Right? He wants to destroy our families. Он хочет разрушить наши семьи. The Bible also describes our enemy like a wolf. Он тоже в Библии тоже описывает нашего врага как волка. And we have to be aware that our phone can be an area that can attack our children. И мы должны понимать, что телефон может быть So it's тем, откуда наши дети будут атакованы. important to take it very seriously Это очень важно, относиться к этому очень серьезно. and have clear boundaries И иметь очень ясные границы, so that your kids can enjoy it чтобы, с одной стороны, дети могли этим и Without- получать удовольствие, without being hurt by it. но в то же время, чтобы им не причинена была боль. Okay? So I'm sorry if some of this sounds redundant, but Но я надеюсь, я вас никак там не перепугал. you know, if my daughter did not have a great response, I would have her phone with me right now. Если бы моя дочь со мной не хорошо вот этот разговор закончился обо всех этих соцсетях, у меня бы сейчас был с собой ее телефон. So I had a great conversation with an elder. We talked about it, and she had a great response, and we knew that it wasn't anything she wanted to be involved with. It was stuff coming in, and so it Ну, was... он посоветовался со старейшиной, и он поговорил со своей дочерью. И я понимаю точно, что это не было какое-то ее сознательное желание вот эти все разговоры и вот эти вещи в них участвовать. Это просто действительно шло на нее, она просто не реагировала. So we'll take some questions, but I'll just say one last thing is that also with like computers, we don't have computers in bedrooms overnight. И это про телефоны. Мы сейчас перейдем к вопросам, но я сразу хочу сказать, что у нас наши компьютеры не ночуют с нами в спальнях. We want them to be visible and in the open when they're doing homework on computers. Если наши дети делают домашние задания на компьютере, то это происходит в какой-то комнате, где другие люди тоже могут это видеть. Just for protection for everybody. И это для всех так работает. So at nighttime, when I'm going into the kitchen, I see Kaylee's phone and Wade's phone and Chase's phone always on the counter. Когда я ночью захожу, например, на кухню, я вижу все их 3 телефона, их And that детей. just brings a sense of security for us that they're not bringing their phones into the rooms. И мне это дает какую-то уверенность, что они свои телефоны в комнату не занесли. Okay, so Итак, let's have some questions. давайте вопросы. Yes. Им не удалось скрыть от своих детей, что существует интернет. Вот вопрос. Нужен разговор, в котором они скажут сыну о том, что у них есть доступ к его соцсетям. Если у них хорошие отношения с сыном, то будет понятно, что ему это несложно будет принять. Но если я не уделял достаточно внимания эмоциональным связям со своим сыном, то тогда, столкнувшись вот с контролем, возможно, будет конфликт. Каким бы образом они построили разговор родителя с подростком вот о том, что сейчас вводятся новые какие-то моменты для соцсетей, да? Yeah, it's good. Good question. Whether or not they like it, it's going to be the way I want it in this area. Нравится, не нравится, это то, как родитель, в общем-то, решает.
And I do my very best to have a good dialogue and a healthy conversation. И я делаю все, что только я могу, чтобы у нас были здоровые разговоры и хороший диалог. With agreement. С соглашением. But I don't compromise Но in я this не иду area. на компромиссы в этой области. So what Dad says goes with the phones Поэтому, что папа сказал, так с телефонами и будет. and the computers И компьютерами. and so on. И так далее. So I appreciate your being sensitive and trying to keep good relationship. I understand that. Я ценю то, что мы стараемся быть чувствительными и сохранить отношения. But this is just one of those areas you say, if you want to have this, then this is the way it's going to be. Но это один из тех моментов, когда ты говоришь, если ты хочешь, чтобы у тебя был вот этот вот гаджет, это по каким правилам он будет. Kids that get exposed to pornographic stuff at a young age Дети, которые видели порнографию в раннем возрасте, are affected by this stuff for years to come. они ощущают эффект этого годы. Вот что он хотел спросить. Все дети разные, но со всеми хорошие отношения. У нас з дітьми дуже емоційна свобода, і я це заохочу. Для того, щоб Эмоциональная свобода, все, що відбувається, она знает все, что происходит у детей. Каждая ситуация в школе, и дети открыты. проте з цим виникають ще моменти емоційної свободи з боку дітей підліткового віку, бо двоє дітей в мене підлітки. Два из них подростки. І виникає дуже велика, коли я ставлю обмеження щодо користування соцсетями. И если я поставлю какие-то ограничения ты ставишь. Когда я ставлю какие-то ограничения по пользованию интернетом, Виникає певний протест. тогда у них протест возникает. Нам нужна свобода, мы не дети, Все, що думають, я не хочу тебе чути, я тебя не хочу слушать, мені не важлива твоя думка. мне не нужны твои мысли. Будь ласка, як в цьому випадку реагувати? Я детально, я дуже глибоко Я очень глубоко с ними постоянно разговариваю. Мы вместе идем в школу и разговариваем дома там, и так далее. Каждую ситуацию разбираем. проте як мені як мати реагувати? Я виливаю повагу, проте, щоб не зробити тиск і якісь авторитарні Я очень боюсь на них оказывать давление, быть авторитарным человеком, чтобы разделить нас. Мгм. Вот в чем вопрос. Мгм. Мгм, спасибо. Yeah, it's a good question. I think a lot of parents Я думаю, что многие родители use judgment, I think, is very dangerous. Пользуются таким образом суждения, которые он лично считает очень опасным. Because they're worried about how their kids are going to respond. Потому что самое большое, чем им беспокоится, это о том, как дети отреагируют. So for me, Поэтому для меня, you know, if my children are going to react to me in a way that I think is wrong, поэтому если он думает, что дети на него, например, когда будут реагировать так, как он считает это неправильно. for example, if my daughter Kaylee would have gotten upset or mad at me Например, если бы моя дочка разозлилась там на меня за все это дело, for being involved in looking at her phone, за то, что я смотрю на ее телефон, we would have had a much different outcome. у нас бы по-другому все закончилось. I would have not just given her phone back and said, peace, peace, when there's no peace. Я бы точно не отдал бы ей назад телефон и сказал мир, мир и мира нет. I think the greater danger as a parent Я думаю, большая опасность для родителя is what they will get involved with without boundaries. – это то, во что они могут втянуться, если нет конкретных границ. I would be more concerned about that Я бы об этом больше беспокоился, than them being upset with you for being involved. чем то, что они разозлятся на тебя за то, что ты влезла в их дела. It would be,
I wouldn't feel good about my kids only being kind or good in their response if it was me doing something that they approved of. Я бы на самом деле беспокоился, если бы наша динамика была такой, что мои дети, они просто рады, я им всегда угождаю, а я в то же самое время, моя ответственность всегда им угодить в том, что вот они хотят. Ні, ви не зрозуміли. Я боюся втратити дружбу, ту, яка роками була залишно. Тобто, чи я Я боюсь потерять дружбу, которая годами была построена. в нас є, обмеження є. У нас есть границы конкретные. Якщо мої діти щось не виконують, Если, самостійно, якісь обов'язки по дому, все если дети что-то там не делают, какие-то обязанности по дому и так далее, там подобное, я им запрещаю пользоваться сетями. С этим строго. впливати, коли ось такі протести, щоб цю дружбу не зруйнувати. Но я боюсь, что у нас идет таких протестов, которые сломают полностью дружбу. Чтобы не перенажать. Yeah. Well, first of all, thank you for sharing that. Ну, во-первых, спасибо за то, что ты этим делишься. Because I think that can be a very normal fear Потому for a что parent. я думаю, что это очень нормальный страх для родителя. I would say that for me, I would want to be a parent and protector first. Для меня я хочу сказать, что я хочу быть родителем и защитником в первую очередь. Sometimes our kids will not agree with us with decisions we make, Иногда наши дети, они не согласятся с нами в решениях, которые мы принимаем. but later on will thank us. Но потом они нас поблагодарят. So I would encourage you to take a healthy, good stance. Поэтому я тебя хочу поддержать, держать хорошие и твердые границы, Whether or not they agree. согласны они или нет. Recently, our oldest son, who's 17, Не так давно наш старший сын, которому 17, we saw some things that we were concerned about and brought it to his attention. увидели что-то, что нас обеспокоило, и мы ему это сказали. He didn't agree with us. Он с нами не согласился. It was an emotional talk. Разговор был эмоциональным. We didn't agree, and we asked him to go pray. Мы не согласились, мы попросили его пойти помолиться. We shared that we will also get some advice. И мы сказали ему, мы тоже посоветуемся. And then after church on Sunday, my husband pulled him and some spiritual mentors. И после службы воскресенья Курт взял их сына и каких-то духовных наставников, And just talked about the issues. и они все вместе поговорили. And he saw the advice that we were trying to get. И он увидел то, что мы пытаемся совет получить, That we weren't just trying to make up rules to make his life miserable. что мы не просто пытаемся придумать правила, которые сделают его несчастным. It took some time, but he understood. Это заняло какое-то время, но он понял. And now it's not an issue. И сейчас все решено. So I think telling your children that you're not perfect, but you're doing the best to protect them, and that's what God wants from us. Поэтому надо нашим детям как-то передавать, что мы несовершенные, но мы стараемся изо всех сил сделать так, чтобы их защитить. And I also remind my kids that their brain is not fully developed И я тоже напоминаю своим детям то, что их мозг еще не полностью развит until they're 25. до тех пор, пока им 25 And не исполнилось. They don't agree. И они не согласны. But the last part of your brain to develop is consequences. Но последняя часть, которая нашего мозга развивается, она как раз отвечает за причинно-следственную связь. Okay. Good question. Yes. Еще раз погромче, пожалуйста. Хочу задать вопрос о конфликте позиций. Ребенок хочет поступать себелюбиво и всячески защищает свою позицию. И мы не приветствуем и противостоим. И возникает конфликт. Взрослые побеждают, ребенок соглашается и делает то, что от него потребовали.
Но это делает физически, потому что от него это ожидают. Но говорится, сердце мое не с тобой. Вроде бы победа одержана, но не окончательная. Что предпринимать в таких случаях, когда нет победы на уровне сердца, а есть только на уровне дела? Yeah, it's, I mean, obviously the goal is to get down to the heart. Конечно, цель – это дойти до сердца. And so it's good that you're, I'm assuming this is your son? И это сын? Ты про сына говоришь? Both. Okay. So on one hand, it's good that they are obedient. С одной стороны, это хорошо, когда они послушные, But on the other hand, you're trying to help them understand. но с другой стороны, ты хочешь помочь им понять. And hopefully with reasoning and scriptures, И я you know, надеюсь, с отрывками, с объяснениями, they will come to an understanding. и они придут к пониманию. And then sometimes in trying to help them reason, И помогая им понять все это, you'll realize that they're not even trying to reason. и потом ты начинаешь понимать, что они на самом деле даже и не спорят особо. And then you have a little bit of a different situation as well. То есть они не просто пытаются разобрать и прийти к какому-то соглашению, а они просто вот спорят, чтобы спорить. So you would rather have them obey and not be there in their heart. И в таком случае ты хочешь принять выбор, скорее всего, чтобы просто они уже подчинялись, And then work on the heart and the understanding. а потом уже работать с тем, чтобы до сердца все дошло. That's better than them just saying no and not listening and rebelling. Это лучше, чем если они просто скажут, ну, я и не согласен, тогда они делают, как хотят. Yeah. Okay. Yeah. Do you want some people to have two questions? То есть, когда ребенок заявляет, что я сделаю так, как ты мне сказал, просто чтобы ты от меня отвязался, но в сердце я все равно чувствую себя по-другому. Yeah. Yeah, I would let, if that a specific situation, I would let it cool out a little bit. Если это конкретная ситуация, я бы, во-первых, дала ей немножечко подостыть. I would, because when, like for my son, how old is? Сколько лет ребенку в данном случае? Это другой класс вообще. 11. 11. Okay. Yeah, I was thinking in terms of a 17-year-old, but 11-year-old I would handle a Окей, little просто bit весь урок differently. идет именно для детей совсем другой возрастной категории. И ответ тоже был. Maybe then he can ask you private because this is a different category of people, all of them. Yeah, that's probably a good situation. Talk a little bit about more to maybe one-on-one, and really spend a little bit of time kind of discussing your 11-year-old's his view, your relationship with him, and the issue more specifically than in this group. So Наверное, это просто нужно в другом чуть-чуть месте, потому что все люди здесь, они, ну, немножко другое слушают. Потом лично, хорошо, вы поговорите. Yeah, but many of us have had similar experiences. So Но у многих похожий опыт. okay, right here. Я хочу задать такой вопрос. Ты сказал про телефон, смартфоны, которые вы покупаете сами, даете детям в определенном возрасте. Мы как тоже максимально оттягиваем дату покупки смартфона, у которого доступ в интернет. Сейчас, секунду, скажу в камеру. Согласно ситуации, когда вы говорите про смартфоны, что максимально оттягиваем дату покупки. Но у нас у одного из сыновей, он купил себе смартфон в 15 лет на свой день рождения за свои деньги. Но один детей собирал какое-то долгое время деньги и купил себе смартфон сам. Когда мы пытаемся его забрать по какой-то причине, что он злоупотребляет, ему говорит, это мое, потому что я купил за свои деньги, вы не имеете права
И когда они пытаются забрать у него телефон, если он так себя идет, говорит, это мой телефон, и все. Тут. Yeah. 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 I mean, to me, honestly, that's, yeah, I think my kids would know Мои дети знают, that if they came home with that attitude, что если они приходят домой вот с таким вот отношением, it wouldn't hold up for a second это долго не задержится with me. со мной. Uh, Или с мамой. I would let them know, listen, you're 15. Я бы им сказала, слушай, тебе 15 лет. I allow you to have a job. Я тебе позволил то, что ты там заработал каким-то образом, And, сделал. you know, until you're 18, you're not just going to go spend your money on whatever you want to spend your money И on. пока ты несовершеннолетний, ты не будешь просто тратить деньги на то, что ты хочешь, раз так. And, you know, there would obviously be good dialogue and conversation, И был бы, конечно, диалог и разговор, but that would be very, you know, I would look, you know, maybe at how did he get to the point where he felt like he could just go do that? но я просто думаю, здесь вопрос, как он просто дошел до того момента, что он чувствует, что вот он в семье может вести себя так, что он противостоит в 15 лет власти родителей. And maybe there would need to be some more conversation in order for you to say, to have more clarity. И, может быть, вам нужны какие-то разговоры, которые должны все это объяснить и поставить на правильное. You know, on what's acceptable or Что not. приемлемо, что неприемлемо в семье. Amen for his boldness. Ну, молодец, что смелый. And he's a hard worker. И что он насобирал денег. He'll probably be a leader someday with that kind of, Может know. быть, он так будет лидером когда-то. but a 15-year-old, you know, gonna abide by parents' rules. I would return the phone Я and бы, have some pretty good conversations afterwards about respect and да, я understanding бы and so on and so забрала forth. телефон, сказала, что в нашей семье просто ты не можешь так себя вести, и говорила бы какие-то вещи об уважении и о почитании. Our kids, when they do have jobs, my son has a job, he's 17. Моему сыну 17 лет, у него есть работа. Even for us, he still asks us what he can buy with his money. Он все равно спрашивает, что он может или не может купить на эти деньги. He'll ask if it's a video game or something like that. He'll say, hey, Dad, I'd like to spend $10 or $15 or $20, even though he earned it. Несмотря на то, что у него есть свои деньги, и он бы спросил, пап, вот я хочу купить там какие-то видеоигры за 10, за $20, что-то такое. You know, we help him to understand that we have limited money and И мы ему помогаем понять, у нас ограниченные финансы. when we're trying to help him in his future and save money and do our best, he just can't go spend his money on Что whatever. когда мы просто там, ну, как-то копим и экономим для того, чтобы у него могло все получиться, он не может просто идти и свои там деньги тратить, как он лично хочет. Okay? Amen. Yeah. Наш старший сын, ему 13 лет. Жесткие границы. Нет браузера и социальных сетей. Но у всех друзей в церкви это есть. И он говорит, почему такие жесткие границы только для меня? Может, вы испытаете меня, дайте мне все это, и посмотрите, как у меня с этим получится. Well, I appreciate your son's last response. Мне нравится его последний «испытайте меня». And I would probably tell him that I would probably say to my son, I appreciate your, you know, your confidence, and Я бы сказал, сын, я очень радуюсь твоей уверенности в себе. Ты молодец. You know, I've told my kids a lot because we live in a very wealthy area. Он своим детям много говорит, потому что они живут в очень богатой, Yeah. ну, как бы сказать, рядом с ними живут много богатых людей. Not my neighborhood, but Не их микрорайон, но там, рядом. and my kids, you know, have seen a lot of their friends at church and at school have a lot more than what they have.
И многие из этих людей, которые живут в этих районах, они тоже ученики, и дети его видели и среди учеников, и среди неучеников, когда у детей намного больше, чем у него. We've just been okay with that, saying, Ну, you know, нормально. hey, this is the way it is, and Но это просто так. we explain why things are the way they are, И мы объясняем, почему это то, как это есть. and then, you know, later on, when we felt like they were old enough to get a smartphone, И потом, когда они, как семья, решили, муж с женой, когда они достаточно взрослые, чтобы мы сочли их взрослыми, чтобы иметь смартфон, the guy who works at Sprint, парень, который работает в Спринте, это телефонная компания, I brought my daughter in, я привел мою дочку, and to get her a smartphone. When чтобы купить смартфон. she was 14, Ей было 14 лет. and she was the happiest girl in the world. Она была самый счастливый ребенок на свете. And the guy at Sprint was like looking at her like, oh my goodness, I've never seen anybody so excited about getting a phone. Он говорит, я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то был так счастлив, что ему телефон покупают. But he said he goes, I'm so encouraged to see someone who is not entitled. Он говорит, этот продавец сказал, на самом деле я очень тронут, наконец-то увидеть кого-то, кто не просто чувствует, что ему все должны. With regard to this. So В плане телефонов, we например. consider it an adult privilege and responsibility. Что мы считаем, что это привилегия взрослого человека. So when your son does get one eventually, Когда твой сын получит в конце концов свой телефон, put it on video. сними на видео. Another thing is we're not afraid to tell our kids that this is the way our family does it. И еще одна вещь, это то, что мы просто не боимся сказать своим детям, ну, ребята, вот наша семья делает так. And in the church there will even be different convictions. И даже в церкви у людей будут разные убеждения. And we ask them to just trust what knowledge and experiences we've seen with other families. И мы просто просим детей доверять нам в том, какой у нас есть опыт и что мы видели. And that we're basing our boundaries and rules И что мы основываем наши убеждения и границы from the wisdom that other people have given us. и правила от той мудрости, которую мы видели вокруг себя, и другие люди тоже с нами And then I поделились. don't ever apologize about it. И я не извиняюсь за то, что у нас вот там такая семья, и мы так живем. Yep. A few more? Okay. Парочка Couple more. еще. Yeah. До какого возраста, вы думаете, это мудро контролировать детей и ставить им границы? Yeah, I think everything, you know, especially with teenagers, there should always be explanation and understanding whether they get it or not. С подростками в любом случае должно быть объяснение. Понимают они это или не понимают, но всегда должен быть диалог. Help them, at least try to help them understand your reasoning. Хотя бы помоги им понять твои причины. I think it's helpful to share with your children the advice that you're getting. Я думаю, что это очень, помогает с детьми поделиться советы, которые ты сама получаешь. So that they, you know, for my kids, it was nice that they knew I was getting advice on what to give them. И я думаю, что для моих детей было очень полезно знать, что я сам спрашиваю советы о том, какие советы я им даю. Yeah, and I think, as far as the age, as far as boundaries go, I just think being, my brain is getting tired. Trustworthy and responsible. Here, you go. So, our elder Ed Dawson, Наш старейшина Эд Досон with his daughters, would teach us с их дочерьми учили нас, вот у них был такой семинар, that I will trust you as long as you are trustworthy. что я буду доверять тебе до тех пор, пока ты достоин доверия. And they would still have boundaries, И у них все равно есть какие-то границы и правила, but they would have to prove their responsibility. но они должны доказать свою ответственность. Okay. Last question. Последний вопрос. That's it? Okay.
Yes. Они с женой наставляют подростков. И есть подростки в группе, у которым 13-14 лет, и доступ к смартфонам неограниченный. И когда родители разрешают все, как наставники могут на это повлиять? You know, I think a conversation with the parents is what you can do. Ну, во-первых, поговорить с родителями, Share your concern, поделиться своими беспокойствами, maybe ask them how they came to the conclusion, может быть, спросить у родителей, как That они they've дошли до come to. вывода, к которому они пришли. and share with them some of the things that you've seen and some of the dangers that have come with И that. поделитесь с ними какие-то выводы, которые вы сами видели в жизни других людей, и почему вы считаете, что так не должно быть. And then ultimately, you have to, you may say something, maybe encourage another parent that they're close to encourage them. И, может быть, вы поговорите с теми родителями, которых они бы услышали, то есть But эти родители, other than чтобы они that- их поддержали, поменять их точку зрения. Then you're just going to have to. Then there's nothing Но, more you can do. честно сказать, не особо много чего ты можешь сделать. Yeah. So, amen. Аминь. Sure. One thing, Yuri, real quick. Одну вещь, Юр, подожди. As much as these years are very, very turbulent, Эти годы подростковые, они такие очень сложные, в общем-то. it's important that as a parent, you Это важно, что как родители вы stay informed, будете слышать, have very high standards, и у вас будет очень высокий стандарт. but also make your family as fun as possible. Но тоже сделайте, чтобы ваша семья это будет настолько радостным и веселым местом, настолько только это возможно. We can't just play with our children when they're little and sweet. Мы не можем с детьми наслаждаться и играться только когда они маленькие и сладенькие. We need to enjoy them when they are smelly and hormonal, Нам нужно уметь наслаждаться им, когда они пахнут и гормональны, and they make them feel like we enjoy them and cherish them. и тоже убедить их в том, что мы наслаждаемся общением с ними и их очень ценим. We wrestle our kids on our beds. Мы боремся с ними, тискаемся, We joke around with them as much as possible. мы шутим с ними сколько только можно. And even though they understand that maybe we are conservative, И они понимают, что мы консервативная семья, they tell us everything in their lives. они все равно с нами делятся обо всем в своей жизни. And we try to keep that friendship with them as fun as possible. И мы пытаемся эту дружбу с ними держать насколько только можно радостной, But we're also firm. но тоже твердой. Yeah. Yeah. Amen. И хотел в конце просто поблагодарить еще раз ребят за их приезд. Я думаю, самое ценное, во-первых, уже само то, что вы приехали сюда. Приехали так далеко и служите так много. Они с 10 утра уже выступают, то есть действительно мозг уже начинает засыпать. Вот тем более, что в Чикаго другое время совершенно. Но еще очень хотели поблагодарить за ваш личный пример. Потому что я знаю, они такие и есть на самом деле. Вот те родители, о которых они здесь говорили. То есть, смотря на вас, я тоже, обновляюсь, что можно быть хорошим родителем. И можно жить по Библии, можно отстаивать убеждения библейские. Это не просто, но это возможно. Спасибо за ваш пример. И я хочу еще, перед тем, как мы вас поздравим, хочу поблагодарить тоже наших переводчиц. И у нас есть от всех нас, от Киевской Церкви, подарок, потому что они не только здесь выступают, они еще будут учить наших подростков, будут выступать на собрании ставки. То есть они на самом деле проводят очень много встреч здесь и огромную работу. То есть
Они приехали не просто посмотреть город, но просто послужить нам от всего сердца. И у нас есть подарочки наши, подарочки в студию. Немного Украины в Чикаго. Как мы угадали с цветом, да? Курт любит такие цвета. I want to tell you, can you translate for me real quick? Хочет сказать он что-то? Я перевела. The Kiev and the Ukraine churches Киев и украинские церкви really do mean quite a bit to the disciples in Chicago. для чикагских учеников очень много значат. It's really encouraging to be a part of a congregation that meets in a room very similar to this. Это очень поддерживает встречаться в похожих комнатах. We talk about the Kiev and the Ukraine churches. Мы говорим о Киеве, об других украинских церквях. We do things to raise money to send here. Мы пытаемся скопить сборы, чтобы послать их сюда. And it's so good to see a face to what we've been able to give to for many years. И это настолько много значит увидеть лица, о которых мы молились и что-то знали все эти годы. There really is a heart and endearment that Chicago has for Ukraine. У Чикаго для Украины есть огромная теплота в сердце и любовь. So we've been able to draw this endearment because you guys allow Yuri and Lena, and Losha and Tanya, and Masha, or Ivan and Masha, and to come to Chicago. Из-за того, что какие-то люди, которых он сейчас перечислит, они приезжали в Чикаго, чтобы рассказывать об украинских церквях. And when they're with us, they're sharing and pouring out their lives and Они hearts. приезжают, когда к нам, они делятся о вас, они рассказывают о церквях здесь. And so for us, this is one of our highlights for us of our lives. We've wanted to come and see you for many years. Они хотели приехать много лет уже, поэтому для них это одно из событий жизни. So it's a joy to be brothers and sisters in God's kingdom with you. Это большая радость быть братьями и сестрами в одной церкви с вами. So thank you for having us. Спасибо. Друзья, как вы понимаете, на этом наш семинар он завершен.